Представим себе такую ситуацию. Вот человек плачет в метро. Кто-то отведет глаза, кто-то бросит на него осуждающий взгляд, а кто-то машинально подумает: триггернулся, похоже. Сегодня у нас есть язык, чтобы объяснять подобные вещи. У нас есть слова травма, депрессия, эмоциональная перегрузка, детский сценарий. Но еще каких-то 200 лет назад то же самое объяснялось иначе. Слабость духа, истерика, грех, одержимость. И еще раньше вовсе не объяснялось. Просто Бог так решил, или его сглазили, или бесы вселились. Психология не создает чувства. Она просто дает нам новый способ смотреть на то, что всегда было с человеком. Его желания и тревоги, его вина и стыд, его усталость, которую никто не видит, и некий внутренний голос, который говорит нам, что делать. До появления психологии объясняли эти вещи другие институты. Шаман разговаривал с духами, оракул с богами, священник с душой, а друг с совестью. Но все они говорили от имени некоего внешнего источника смысла. Твоя боль — это следствие вины, твоя тревога — это испытание, твоя тоска — это грех. Психология подарила нам новый угол взгляда на себя. А что, если источник не снаружи, а внутри человека? То, что мы сегодня называем психологией, раньше называлось иначе. В античности это была забота о душе. Да? Философия стоиков и эпикурейцев давала рецепты нам для устойчивости и смысла жизни. В христианской традиции была исповедь, не некий анализ, а признание вины и путь к очищению. А в Средневековье были душевные страдания, которые чаще всего приписывались некоему дьяволу или испытаниям от Бога. В эпоху Просвещения появляется идея, что человек — это биопсихосоциальное существо с разумом и волей. Начинается так называемая секуляризация внутреннего опыта. Психология как наука впервые формализуется в XIX веке. Вильгельм Вундт открывает первую психологическую лабораторию в Лейпциге в 1879 году. Это считается официальной датой рождения экспериментальной психологии. Затем приходит Фрейд и его психоанализ, бессознательное, детство, вытеснение травм. Также был Павлов и бихевиоризм, стимулы и реакции. Роджерс и гуманизм, там говорили про принятие, рост и эмпатию. А затем у нас уже появились КПТ и нейропсихология, где связали мысли, тело и мозг. Психология на каждом витке отражает культуру своей эпохи. Когда доминировал авторитет, психология искала истоки в родителях. Когда наука подчинила тело, изучались стимулы. Когда пришел маркетинг, появилась позитивная психология. Французский философ Мишель Фуко в книге «История безумия в классическую эпоху» описывает, как общество обращалось с людьми, чье поведение не вписывалось в норму. До психологии была изоляция. Лудит, истеричка, меланхолик, несчастный — это не человек, которому нужно помочь, а тот, кого надо отделить от остальных. Его лечили молчанием, цепями, исправлением. Он не личность, а ошибка в теле общества. И психология этот момент поменяла. Появилась возможность разговаривать о внутреннем, даже если оно противоречиво. Не карать, не стыдить, не спасать, а разбираться. То есть психология — это не некая мягкая наука, это язык, на котором впервые стало возможно говорить «мне плохо», и это важно. Без богословия, без приговоров, без каких-то схем. Да, психология западная происхождению, да, она молодая и противоречивая, и да, она может быть банальной, как из нее можно сделать некую индустрию. Но психология не изобретала боль, она просто дала нам способ посмотреть на нее иначе. И именно это пугает и притягивает одновременно. Итак, человек сидит в кабинете.
Он не болен, у него нет никакой катастрофы в жизни. Он просто не понимает, почему каждое утро ему так тяжело просыпаться. Он обращается к психологу не потому, что он сломался, а потому что в мире без неких внешних опор кто-то должен помочь ему навести порядок внутри. До XVIII века Запад стоял на 3 колоннах: религия, монархия, община. Человеку не нужно было искать смысл, он уже ему давался в готовом виде. Ты служишь Богу, ты подчиняешься королю, и ты живешь так, как жили до тебя. С эпохой Просвещения эти опоры начали трещать. Разум стал новым богом, человек стал личностью. Но вместе со свободой пришел и разлом. Если больше никто не говорит нам, как жить, то кто решает? И главное, а как понять тогда, кто ты? Именно здесь появляется психология, как способ осмыслить свои внутренние состояния. США и Германия тогда были 2 культурными полюсами. В Германии Вильгельм Вундт создает лабораторию, Фрейд пишет о бессознательном, Юнг ищет архетипы, и все это попытки описать внутренний хаос рационально. В США психология, похоже, идет другим путем. Здесь формируется культура self-help. Как справляться, как быть эффективным, как развиваться. Становится важным не просто понимать себя, а улучшать себя как проект. Когнитивно-поведенческая терапия, позитивная психология, лайф-коучинг – все это инструменты выживания в мире индивидуалистов. Когда община исчезает, семья дробится на части, а религия теряет авторитет, вся эмоциональная работа ложится на самого человека. И тут и возникает психолог. В Швеции и Скандинавии психологическая грамотность – это не элитная услуга, а часть государственной заботы. Там есть школьные психологи, есть поддержка по страховке, есть курсы эмоциональной грамотности для родителей. В США посещение терапевта – это некий признак зрелости, а не возникновения личных проблем. Для них это как чистить зубы или сходить в спортзал. При этом современный Запад переживает некий кризис стресса, тревожности и депрессии. Не потому, что он стал слабым, а потому, что он стал слишком индивидуальным. Когда каждый носит свой личный смысл, а все измеряется успехом, доходом и самореализацией, психология становится не роскошью, а навигатором. Да, это не всегда про что-то глубокое. Да, индустрия self-help зачастую работает на тревоге, а не на ощущении свободы. Но без нее внутренний хаос остается без описания. Психология нужна Западу не потому, что все стали там слабыми и беззащитными, а потому что все, что раньше их держало вместе, исчезло. Род, вера, коллектив больше не гарантия безопасности. Остается мой внутренний мир, а он, оказывается, сложнее, чем кажется. И психология здесь инструмент для лечения некого одиночества. Новая грамматика для чувств, новая карта, когда старые уже не работают. Итак, человек говорит: я не знаю, что чувствую, а потом добавляет: да и зачем, в общем-то, надо просто работать, как все. Он не отрицает психологию, он просто не понимает, как она может ему помочь, если реальность вокруг говорит ему не «чувствуй и раскройся», а «надо держаться». Чтобы понять, почему в России психология не приживается так, как на Западе, нужно посмотреть не на менталитет, а на нашу историю тела и языка. До середины XIX века большинство людей не были личностями, они были собственностью. Никакой речи о внутреннем мире не могло идти. Личность не описывалась, это что-то вообще лишнее было. А в XX веке произошел краткий период индивидуализации, да, который затем сменился советским проектом, где человек стал винтиком, а не автором собственной жизни. Советская школа, армия, система труда и наказания сформировали некий паттерн выживания. Не выделяйся, делай как все, не думай о себе, думай, пожалуйста, о родине. Во времена Советского Союза психология официально существовала, но под строгим контролем. Фрейд считался буржуазным идеалистом, гуманистическая психология была подозрительно близка к некой религии. Индивидуальная работа над собой – это что-то нехорошее, чуждое социалистическому духу. Осталась некая узкая поведенческая школа, где человека изучали как биомеханизм. Не
душу изучали, а рефлексы, реакции, стимулы. Психология не была запрещена, но ее и не признавали. Ее допускали в рамках медицины или педагогики, но не как язык для описания личной жизни. Американский антрополог Рут Бенедикт, о которой я уже говорил, различала культуры вины, индивидуальной совести и культуры стыда в зависимости от внешней оценки. Россия, как ни парадоксально, и то, и другое одновременно. Но стыд у нас как будто бы сильнее. А что скажут соседи? А как я выгляжу? Не позорь меня. Наверняка вы слышали такие фразы. Индивидуальность — это не ценность, а что-то, что потенциально вызывает подозрение. Рефлексия — это не навык, а какой-то излишек. Спросить себя, что я чувствую, звучит глупо, а для кого-то даже опасно. После 90-х годов появились психологи, но боль и недоверие остались. Сегодня психологию в России можно поделить на несколько зон. Элитная, для тех, кто может позволить себе рефлексию, зачастую это психология западного образца. Поп-культура, да, никто не отменял инфо-цыганство, проработки и эзотерику под видом терапии. А также скепсис. Вся психология — это ерунда, все вы психи, и я справлюсь сам. Куда более привычно страдать молча, идти к бабке-гадалке или что-нибудь выпить, чтобы отпустил. Представьте, что психология — это некая импортная машина на плохой дороге. Она работает, но не везде и не всегда. Психология в России не просто инструмент. Это, по сути, вызов некой культурной логики, где долгое время важнее было быть удобным, а не живым. Когда ты говоришь, у меня депрессия, ты выпадаешь из привычного сценария стойкости русского человека. Когда ты идешь к психологу, ты отказываешься от роли, что у тебя все нормально. Поэтому психология здесь зачастую воспринимается как некая слабость, роскошь или странность. Но именно в этом, на мой взгляд, и состоит ее сила. Психология не обязана быть удобной. Она же как раз про то, чтобы почувствовать себя живым человеком, понять себя. Итак, человек заходит в кабинет и говорит: у меня что-то нет особой причины, я вот просто устал. Он не знает, что сказать, ему неловко, он смотрит на часы, а потом вдруг за 5 минут до конца сеанса начинает говорить, и он уже не может остановиться. В учебниках пишут: клиент приходит с неким запросом, с конкретной проблемой, целью, мотивацией. Но в российской реальности это скорее исключение. Зачастую можно услышать другое: я просто устал, или мне кажется, что я все делаю правильно, но у меня нет какой-то радости от жизни, или все вокруг говорят, что у меня все хорошо, а мне плохо. И тут же не про диагнозы речь-то, тут про ощущение некого тупика, в который человек пришел, и он не знает, как он туда пришел, и не знает, куда ему дальше двигаться. Парадоксально. Многие клиенты, многие гости консультации до последнего не верят в психологию. Они не ждут какого-то волшебства. Они не читают Юнга, не делают упражнения из КПТ. Но они все равно приходят. Почему? Потому что в данный момент почти нет альтернатив. С друзьями может быть неудобно. У них и своих проблем полно. С родителями как-то страшновато, они вряд ли поймут. С коллегами неловко, как-то не до этого на работе. А с собой и подавно невозможно. Все крутится в голове по кругу. И психолог здесь нужен не потому, что он прям поможет или спасет, а потому что это человек, который может выслушать, не будет вас прерывать и не будет вас осуждать. В культуре, где быть слабым стыдно, терапия, похоже, становится единственным безопасным местом, где можно сказать: вот мне плохо, просто плохо. И психолог здесь, получается, у вас не эксперт какой-то, а некий свидетель, некий человек, с которым вы просто можете это прожить. То есть психолог не тот, кто разбирается в жизни досконально, не тот, кто будет давать вам советы, и уж точно не тот, кто вас прям вот возьмет и исправит. Психолог просто дает вам некий контекст для проявления. И психотерапия — это не про разобраться с собой, это про то, чтобы найти человека, с которым можно разбираться вместе. Постепенно, не впопад, иногда через паузы и недосказанности. То есть психолог в России — это такой человек, который находится рядом с вами и выдерживает
не торопит вас, не переводит вас на тему какого-то там позитивного мышления, не вдалбливает вам какие-то смыслы и не говорит: ну давай, соберись уже, тряпка. Большинство взрослых в России никогда не учились описывать свои внутренние состояния. Они знают, как правильно работать, как не жаловаться на жизнь и как держать лицо. Но они далеко не все знают, как распознать свои эмоции, как отличить злость от обиды, усталость от безысходности, стыд от тревоги. Поэтому в терапию приходят зачастую не с запросом, а с таким вот куском боли, с каким-то мутным ощущением, что внутри меня что-то не так, но мне непонятно что, и непонятно, можно ли с этим что-то сделать. А что же дает тогда терапия, если не решение, да? Она не решает. Получается, что терапия просто помогает нам, как я уже говорил в начале, найти некий язык для описания своих состояний, понять себя. То есть это как некое зеркало, где мы смотрим на свое внимание по отношению к себе, где мы говорим вместо того, чтобы молчать, и где мы смотрим на себя со стороны, где мы получаем некое пространство, в котором не обязательно быть сильным. И да, я не думаю, что психология, там, в отличие от обычной медицины, там, прям спасает жизни. Но иногда она эту самую жизнь может сделать менее одинокой, менее тревожной. И, на мой взгляд, это уже немало. Итак, психология в России существует не потому, что это модно, и не потому, что есть запрос. Это некая лазейка в системе, где человеку не всегда можно быть человеком. Люди приходят не за теориями и не за модальностями. Они приходят за неким опытом присутствия, неким местом, где можно быть собой. Не всегда осознанно они это делают. Иногда они просто приходят как к стоматологу, потому что это уже невыносимо. Иногда люди приходят с надеждой, иногда с недоверием. Но все-таки приходят. Почему вообще я этот ролик снимаю? Потому что периодически я вижу этот вопрос. А точно ли нам вообще нужна эта психология? Ведь можно жить и без нее, как веками жили до нас. Можно пойти в храм или в лес. Можно поговорить с закадычной подругой или просто пообщаться с собой, там, что-то расписать в дневнике. Психология не хлеб насущный и не кислород чистейший. Она не обязательно действительно. Но есть нюанс. Психология — это не религия, это язык. Мир не обязан любить психологию. Он может обходиться и без нее, да. Но тогда в этом мире не будет языка для описания своих внутренних состояний. Будет боль, будет страх, будет обида, но не будет слов, которые позволят не только переживать, но и осмыслять, а значит и менять. Шаманы, гипнозы, родовые расстановки, нейрографики — все эти формы, и все они реальны в своих культурах. Они утешают, поддерживают и иногда трансформируют. Но они редко делают одно. Они не учат человека думать о себе как о личности. Не как о носителе некой травмы, не как о неком сосуде судьбы, а как об уме, который может себя наблюдать, может выбирать и может отвечать. Психология не объясняет все лучше всех. Но пока что это единственный язык, в котором человек может стать внутренне деятельным, а не только ходить и страдать. Сегодня психология — это рынок. Да, есть курсы, есть техники, есть коучи, есть личностный рост, есть контент в соцсетях про осознанность за 3 дня. И это неплохо. Но в этом есть, конечно, риск. То есть вместо боли здесь продукт, а вместо диалога — воронка продаж. И вместо личности получается кто? Целевая аудитория. И все же, даже в такой форме психология делает важное. Она дает повод начать говорить, и это уже много. Да, не каждый человек хочет смотреть там на свой внутренний мир, не каждый может и не каждый обязан. Некоторым вообще лучше молчать, чем раскрываться. Некоторым лучше действовать, чем рефлексировать. И некоторым лучше жить в системе координат, где все уже понятно. И это тоже путь. И не хуже, не глупее, просто другой. Но если хотя бы один человек вдруг сел, подумал и осознал, что вот это не я плохой, это мой опыт, это мое прошлое и мой способ справляться, и смог себя не осудить, а услышать, значит, психология уже сделала свое дело. Психология не победила страдания,
и не спасла от боли, и не вылечила, но она дала голос тому, кто раньше молчал. Психология не нужна всем, но она нужна тем, кто начал слышать в себе что-то важное и не знает, как этим поделиться с окружающим. Для кого слова не лечат, но становятся неким мостиком к себе. Для кого пауза в разговоре не тишина, а начало чего-то по-настоящему важного. Вот такая тема у меня сегодня. Что вы думаете об этом? Поделитесь своими комментариями, ставьте реакции. Ну а я прощаюсь с вами. На сегодня все. Оставайтесь любопытными, продолжайте исследовать и до новых встреч.